Представьте, что вы плывете на небольшом исследовательском судне над спокойными водами Средиземного моря недалеко от Александрии. Под водой, на глубине всего нескольких метров, скрывается целый потерянный мир. В 2025 году совместная египетско-французская экспедиция сделала серию потрясающих открытий, которые продолжают раскрывать тайны древнего порта Александрии и городов, затонувших более 2000 лет назад. С помощью современных технологий, подводных роботов, 3D-сканирования и высокоточной гидролокации ученые обнаружили новые участки затонувшего города Гераклион, известного также как Тонис, а также ранее неизвестные структуры в районе Александрийского порта. Среди находок – хорошо сохранившиеся остатки древних причалов и кораблей, колонны и статуи, которые когда-то украшали величественные храмы, крупные каменные блоки с надписями, которые помогают лучше понять повседневную жизнь и торговлю в эпоху Птолемеев, и, возможно, новые фрагменты, связанные с легендарным маяком Фарос, одним из 7 чудес древнего мира. Особенно интересны находки, которые могут иметь отношение к последним годам правления царицы Клеопатры VII. Хотя сам дворец Клеопатры пока не найден, новые артефакты и планировка подводных руин дают ученым больше данных о том, как выглядела Александрия в последние годы существования независимого Египта. Почему эти открытия так важны? Они показывают, насколько уязвимыми были прибрежные города древности. Землетрясения, цунами и постепенное повышение уровня моря привели к тому, что целые кварталы величественной Александрии оказались под водой. Но благодаря современным технологиям мы теперь можем буквально поднять эти города из морской пучины и увидеть их такими, какими они были более 2000 лет назад. Каждое новое сканирование приносит свежие данные о древней торговле, архитектуре, религии и повседневной жизни. Мы начинаем лучше понимать, как именно взаимодействовали греческая, египетская и ближневосточная культуры в этом великом портовом городе, одном из самых космополитичных центров античного мира. Подводная археология у берегов Египта продолжает удивлять. Ученые говорят, что мы увидели пока только малую часть того, что скрывает морское дно. И где-то там, под толщей воды, возможно, до сих пор ждет своего часа легендарный дворец Клеопатры. В 2025 году группа археологов и антропологов сделала открытие, которое сдвинуло начало практики мумификации на тысячи лет раньше, чем мы считали возможным. В одном из засушливых регионов Южной Америки, в районе современного Перу и Чили, были найдены мумифицированные останки людей, возраст которых составляет примерно до 8200–8400 лет. До этого открытия считалось, что самые древние намеренно мумифицированные тела принадлежат культуре Чинчорро в Южной Америке и датируются примерно 7000–5000 годами до нашей эры. Теперь же эта дата отодвинулась еще на 1500 лет назад. Что делает это открытие особенно поразительным? Эти мумии были созданы задолго до появления керамики, земледелия и оседлых поселений в этом регионе. Люди, которые их мумифицировали, все еще вели преимущественно охотничий собирательский образ жизни. Ученые обнаружили сложную и продуманную технологию мумификации. Тела очищали от внутренних органов, высушивали с помощью специальных смесей, укрепляли палками и заполняли природными материалами. Некоторые мумии были раскрашены минеральными пигментами и украшены перьями и ракушками. Это значит, что уже более 8000 лет назад древние люди имели глубокие духовные представления о жизни после смерти, сложные ритуальные практики, высокий уровень анатомических знаний, способность к долгосрочному планированию. Мумификация требовала времени и ресурсов. Открытие полностью меняет наше понимание того, когда именно у человечества появилась концепция загробной жизни и стремление сохранить тело умершего. Раньше мы думали, что такие сложные ритуалы появились только после перехода к сельскому хозяйству и созданию первых цивилизаций. Теперь становится ясно, что духовность и забота о мертвых возникли гораздо раньше, чем мы предполагали. Эти древнейшие мумии – молчаливое свидетельство того, что уже тысячи лет назад наши предки задавались теми же вечными вопросами: что происходит после смерти и как сохранить память о близком человеке. И каждый новый анализ этих мумий открывает нам все больше деталей об их жизни, питании, болезнях и верованиях.
мы продолжаем узнавать, насколько древними и глубокими на самом деле являются корни человеческой культуры. Представьте себе бескрайнюю пустыню на юге Перу. С высоты птичьего полета на красноватой поверхности земли проступают гигантские рисунки. Обезьяны, колибри, пауки, киты и сотни прямых линий, уходящих за горизонт. Это знаменитые линии Назка, одно из самых загадочных творений древних цивилизаций. И в последние годы они снова начали раскрывать свои секреты. В 2024-2025 годах, благодаря новым технологиям, искусственному интеллекту, дронам с высокоточными камерами и алгоритмам машинного обучения, ученые обнаружили более 300 ранее неизвестных геоглифов. Некоторые из них значительно старше тех, что были известны раньше. Новые фигуры включают не только привычных животных, но и необычные антропоморфные существа, а также сложные геометрические композиции. Самое важное открытие – ученые начали лучше понимать назначение этих линий. Раньше существовало несколько основных теорий: астрономический календарь, ритуальные пути, послание богам или даже взлетно-посадочные полосы для инопланетян, шутка, которая долгое время была популярна. Новые исследования показывают, что большинство линий и фигур были частью сложной ритуальной системы, связанной с водой. В засушливом регионе Назка вода была священной. Многие линии ведут к древним источникам, сухим руслам рек или местам, где когда-то собиралась подземная вода. Особенно интересно, что некоторые новые геоглифы расположены на склонах холмов и видны только под определенным углом и в определенное время суток. Это говорит о том, что древние жители Назка создавали не просто рисунки, а настоящие интерактивные ритуальные ландшафты. Благодаря новым находкам мы начинаем понимать, что культура Назка была гораздо более сложной и организованной, чем считалось ранее. Люди, создавшие эти гигантские фигуры, обладали глубокими знаниями геометрии, астрономии и гидрологии. Линии Назка — это не просто древнее искусство, это послание через тысячелетия, рассказывающее нам о том, как люди в крайне суровых условиях умели организовывать общество, проводить масштабные ритуалы и поддерживать связь с природой. И хотя многие тайны еще остаются неразгаданными, каждое новое открытие приближает нас к пониманию одного из самых удивительных достижений древнего человека. Добро пожаловать в Дерин-Кую, один из самых больших и загадочных подземных городов в мире. Расположенный в центральной Турции, этот невероятный комплекс был случайно обнаружен в 1963 году, когда местный житель во время ремонта дома нашел странную комнату за стеной. С тех пор археологи исследуют Дерин-Кую и другие подземные города региона Каппадокия, и каждый год открытия поражают все сильнее. На сегодняшний день в этом районе найдено более 200 подземных поселений, и Дерин-Кую – самое крупное из них. Город уходит на глубину до 85 метров и состоит из множества уровней. По оценкам, он мог одновременно вмещать до 20 тысяч человек. Внутри есть все необходимое для долгой жизни под землей: жилые помещения, хранилища для продовольствия, винодельни и маслобойни, школы, церкви, сложная система вентиляции, колодцы и даже скотные дворы для животных. Но самое удивительное открытие последних лет – новые исследования 2024-2025 годов показали, что сеть подземных городов была гораздо более обширной и взаимосвязанной, чем мы думали. Ученые обнаружили длинные туннели, соединяющие разные города на расстоянии многих километров. Некоторые из этих туннелей достаточно широки, чтобы по ним могли идти люди с повозками. Теперь возникает главный вопрос: зачем древние люди создали такие грандиозные подземные комплексы? Раньше считалось, что они строили их исключительно для защиты от набегов. Но новые данные показывают, что города использовались на протяжении очень долгого времени, с хеттского периода и до раннего Средневековья.
Возможно, это была целая подземная цивилизация, которая позволяла людям жить в безопасности, хранить огромные запасы продовольствия и даже заниматься ремеслами в условиях, когда наверху бушевали войны, засухи или эпидемии. Дэрин Кую и его братья — это не просто убежище, это свидетельство невероятной инженерной гениальности, организации и способности древних людей к долгосрочному планированию. Сегодня ученые продолжают исследовать эти подземные лабиринты. Каждый новый коридор и зал может рассказать нам, как древние люди тысячи лет назад умели адаптироваться к самым сложным условиям и создавать настоящие чудеса инженерной мысли. Представьте себе небольшой глиняный сосуд высотой всего 14 сантиметров. Внутри него медный цилиндр и железный стержень. На первый взгляд – обычный древний артефакт. Но когда в 1938 году немецкий археолог Вильгельм Кёник внимательно изучил этот предмет, найденный недалеко от Багдада, он сделал сенсационное заявление. Это может быть древняя электрическая батарея. С тех пор прошло почти 90 лет, и багдадская батарейка, или парфянская батарейка, до сих пор остается одной из самых интригующих загадок археологии. В 2024-2025 годах ученые провели новые, более точные исследования с помощью современных технологий. Результаты оказались еще более удивительными. Когда в глиняный сосуд залили подходящий электролит, например, уксус или лимонный сок, устройство действительно начало вырабатывать электрический ток напряжением около 0,5–1 вольта. Если соединить несколько таких батареек вместе, напряжение возрастает. Но самое важное, новые находки и анализы показали, что подобные артефакты были не единичными. Ученые обнаружили похожие сосуды и медные элементы в разных регионах Ближнего Востока, датируемые периодом Парфянского царства, около 250 года до нашей эры, 250 года нашей эры, и даже раньше. Зачем древним людям могло понадобиться электричество? Существует несколько убедительных теорий. Медицинские цели. Древние врачи могли использовать слабый ток для обезболивания или лечения. Религиозные ритуалы для создания священного света или легкого покалывания при прикосновении к статуям богов. Гальванизация металлов для покрытия золотом серебряных и бронзовых изделий. Некоторые древние предметы имеют покрытие такого высокого качества, которое сложно объяснить без использования электричества. Это открытие заставляет нас совершенно по-новому взглянуть на уровень технологических знаний древних цивилизаций. Мы привыкли думать, что электричество — это достижение нового времени. Однако багдадская батарейка показывает, что люди экспериментировали с электричеством уже более 2000 лет назад. Каждое новое исследование добавляет деталей к этой удивительной истории. Возможно, мы стоим на пороге понимания того, что древние культуры владели гораздо более продвинутыми научными знаниями, чем мы когда-либо предполагали. Багдадская батарейка — это не просто старый глиняный горшок. Это напоминание о том, что история человечества полна удивительных открытий, которые еще только предстоит полностью осознать. Вот и подошла к концу вторая часть. Спасибо, что посмотрели. Какое открытие запомнилось вам больше всего? Пишите в комментариях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые серии. До скорой встречи!